Сколько стоит Александр Самойлов? Я, как правило, являюсь как вишенкой на торте. Я же человек из народа, мне не тяжело. Будешь голосовать за меня? Конечно. Какой смысл? Вот он едет на Олимпиаду, он займет там 47-е место. Оркестр, федерация, пресса, вся снимала, там все стояли. Прямо такое грандиозное событие. Я говорю, а ты хоть раз сидел в Ламборгини? Это знаешь как, если не справляется ментор к психологу, если психолог не справляется, то к психиатру. О чем мы говорим? Какой безнадежность? 2004 год — это был переломный момент в моей жизни. Не прощались ошибки, их нужно было моментально сразу же исправлять. Я не знаю, насколько это правильно или неправильно. Я здесь главный. Я Почему не нет? претендую. Знаешь, какая в Риге проблема? Ты не знаешь. И нужно себя учиться продавать. А с мальчиками-то что? Мальчики. У меня как вот такой вот комплекс это возник. Если вы не выигрываете медали на мировых турах, то нет смысла заниматься пляжным волейболом профессионально. Дотаций от государства и от города нету. Выборы в самоуправление через 1,5 года. Там у тебя значок партии твоей. Больной, что ли? Какому психологу? Я что, псих, что ли? Находясь на первом месте в мировом рейтинге, все равно был голодный. Вырежите это все, удалите. И как это, Man in Black. Так, внимание, все смотрим сюда. Стерлась память. Саш, привет. Привет. Когда мы с тобой договаривались об интервью, я тебя попросила назначить место встречи в таком месте, где для тебя будет привычная атмосфера. Мы сейчас с тобой находимся в спортивном комплексе Beachbox. Да. Расскажи, как проходит обычный твой спортивный день? Это основное место моих тренировок. Здесь я тренируюсь и, соответственно, в те дни, когда я не могу тренироваться в Юрмале на пляже. Потому что с нашими климатическими условиями, пляжные волейболисты, это если ты фанат, это максимум 5-6 месяцев в году. Поэтому остальные 6 месяцев мы тренируемся в зале. У нас есть песок с обогревом. У нас есть вид на Мальдивы, на пальмы, которые напоминают тебе о лете, немножко мотивации. И да, именно здесь мы тренируемся. И у нас на данном этапе в Риге 5 залов, что по меркам пляжного волейбола, например, чтобы вы понимали, в Швейцарии 2 зала на всю страну. У нас 5 залов в одном городе. Поэтому пляжный волейбол, видно, что он очень популярен в Латвии. У нас в 3 залах школы для детей. Здесь в Бичбоксе тоже есть школа, где 140 детей. Школа называется «Гепард». И если в мое поколение, мы начинали, все играли в зальный волейбол и летом играли пляжный волейбол, то сейчас уже буквально где-то 10-11 лет растет поколение, которое с самого начала приходит в пляжный волейбол, и они уже 360 дней в году занимаются пляжным волейболом. Поэтому, если хотите отправить своих детей... Круто, все, мы уже начинаем с мотивационной такой программы для родителей. Существует правило 10 тысяч часов, согласно которому для того, чтобы стать хорошим специалистом в любой сфере, нужно уделить именно это количество времени делу. Это примерно 90 минут ежедневных тренировок в течение 20 лет. Расскажи, ты как профессиональный спортсмен, ты бы мог опровергнуть это правило или все-таки согласиться с ним? Я бы, наверное, опровергнул. 20 лет это длина спортивной жизни игрока. Только научился играть, уже пора заканчивать. Поэтому у нас есть такое правило, что ты должен сделать правильно столько раз движение правильное, сколько ты сделал его до этого неправильно. Соответственно, ты начинаешь делать его вначале неправильно, если ты там сотни раз, 1000 раз его сделал неправильно, чтобы потом оно дошло у тебя до автоматизма, ты должен его 1000 раз сделать на тренировках правильно, только тогда оно у тебя будет до автоматизма. Нет такого, что ты делал 1000 раз неправильно, потом тебя тренер пришел, показал, тебя поменял, и ты все, теперь я делаю правильно. Нет, это должно до автоматизма дойти, столько раз правильно сделать, сколько неправильно. Соответственно, от каждого, способности каждого человека. Я думал всегда, что мы очень много тренируемся, что вот мы 2-3 тренировки в день, по 6, по 4, по 6 часов в день. Я думал, что прям мы так много тренируемся до тех пор, как я не познакомился с Денисом Черковским в Пекине на Олимпиаде пятиборья. То у них 5 разных видов спорта. Это конь, фехтование, стрельба, бег и плавание. Я говорю, как ты тренируешься? Я один вид спорта, например, физподготовка и волейбольная тренировка. А у тебя 5 разных видов спорта. Я говорю, как ты тренируешься? Он говорит, вот так вот. Один день ты на ипподроме, один день ты в зале с фехтованием, другой день ты стреляешь. Но в плане волейбола, я думаю, это тоже зависит от каждого человека. Ты можешь нельзя просто судить по количеству времени, потому что кто-то пришел и отбывает номер, ты можешь 1,5 часа присутствовать на тренировке.
а ты можешь прям... Вкладываться. Да, прям работать с полной отдачей, с максимальной, то тогда эффект совсем другой. Если мы посмотрим даже какая-нибудь группа детей, которые тренируются, ну кто-то находится на тренировке, а кто-то прям конкретно тренируется. Поэтому это 20 лет, какой-то набор часов. Все задело, да? Нет, не задел, просто, это такая тема очень интересная. Это как любой стереотип. Просто пытаются человек воспринимать конкретные цифры намного проще, чем просто говорит, сколько нужно мне времени. Мне часто пишут, мне 22 года, не поздно мне начинать? Я не могу по такому сообщению тебе сказать, все, ставлю крест на тебе, ты уже за 20. Вот если бы 21, другое дело, мы посчитаем. Нет, это так не работает. Ты в начале своего ответа упомянул о том, что необходимо выполнить правильный элемент столько раз, сколько ты его выполнил неправильно. Расскажи из своего опыта, сколько раз ты переделывал свои неправильные элементы? Мне нужно было здесь сейчас сразу же решать, потому что у меня папа очень жесткий. Папа тренер был первые 19 лет моей карьеры. И у него прям не прощались ошибки, их нужно было моментально сразу же исправлять. Он был очень требовательный. Мне тяжело было так судить, потому что я пришел в пляжный волейбол уже состоявшимся спортсменом. Я до этого занимался многими видами спорта, я занимался баскетболом. Соответственно, я когда пришел в пляжный волейбол, я уже был спортсмен. У меня была психология спортсмена, я знал, что такое дисциплина, я знал, что такое физподготовка. Я пришел в другой вид спорта, который начал с нуля, но физически я был уже очень развит как спортсмен. И поэтому мне нужно было только поставить технику. Это совсем другое. Когда человек приходит полностью с нуля, там намного больше объем нужно совершать. Поэтому это очень все индивидуально. Здесь нет таких рамок. Расскажи, какой у тебя вообще режим? То есть ты как профессиональный спортсмен. Мне интересно, как часто ты тренируешься, сколько часов, как вот вообще проходит твой день? Так просто не сказать, потому что зависит от сезона, где я нахожусь. Если это соревновательный период, соответственно, больше волейбола, меньше тренировок, больше соревнований, больше спаррингов. Если это подготовительный сезон, который у меня начнется через 2 недели зимой в основном, потому что у меня на следующей неделе последние соревнования, потом будет неделя отдыха, и потом начнется подготовительный сезон. Подготовительный сезон — это больше акцент на физическую подготовку, потому что мы создаем фундамент, на котором потом ты 8 месяцев держишь свою физическую форму. Поэтому режим мой обычно с сентября по май, потому что у меня 2 детей. У меня старший во 2 классе, младший в 1 классе, то режим у меня, я встаю в 6:30, в 7:15 я их везу в школу, в 7:45 они в школе, в 8 я уже на тренировке здесь, с 8 до 10 мы тренируемся пляжный волейбол, потом я кушаю, завтрак, потом 2-я тренировка, забираю детей со школы и дальше уже или еду в офис, или еду домой и уже в кабинете работаю за компьютером, уже планирование соревнований, какие-то офисные дела, моим инстаграмом занимаюсь моими лагерями. Я организую лагеря по всему миру. Ссылочка на сайт будет в описании. Ссылочка на сайте будет в описании. И не только ссылочка, обязательно приезжайте, об этом поговорим попозже. И да, все, пока дети делают домашнее задание, потом вечером чуть поиграл с детьми. И в 9 дети спать, время с женой. Слушай, ты молодец, ты успеваешь уделить всему время. Это круто, потому что не каждый человек может грамотно распределить вообще свой график. Вот у меня сейчас пока что проблема. Но это я считаю, чтобы эффективность вообще любого человека, она зависит от умения грамотно планировать. Потому что все говорят, как можно успевать это. У нас 24 часа в сутки. Если вы спите, даже если вы 8 часов спите, хотя нас не надо так много спать, даже если вы 8 часов спите, у вас остается 16 часов. Если вы работаете 8 часов в день, у вас все равно остается 8 часов времени, и там уже надо смотреть, куда вы его тратите. Или у вас 8 часов экранного времени в вашем телефоне, или вы успеваете сделать 1, 2, 3, позаниматься музыкой, заняться спортом, провести время с семьей или с друзьями, и еще почитать какую-то книжку развивающую. Поэтому это уже выбор каждого человека. У меня проблема в другом, потому что я себя ощущаю более таким каким-то творческим человеком, и моя работа связана с каким-то креативом, и
И поэтому у меня не всегда бывает вдохновение, понимаешь? Да. Вот я даже могу иногда запланировать, что вот буду сейчас писать контент-план или подумаю какой-то план на съемки, и я сажусь, а вдохновения нет. Это есть. Я тебя полностью понимаю, потому что у меня то же самое. Когда ведешь социальные сети, нужно что-то придумывать, хочется что-то креативное. И вот ты так сидишь, иногда у тебя вот все, заказ, тебе нужно там, через 2 дня нужно сдать. И ты сидишь, потому что надо. А вот именно когда надо, тогда вообще нет вдохновения. А потом когда-нибудь летишь в самолете, думаешь, о, класс, вот это все, надо бы потом когда-нибудь, где-нибудь это использовать. Вот я абсолютно понимаю. Мы уже на первой локации с тобой начали разговаривать и затронули тему тебя и спорта. Ты рассказывал про баскетбол. А давай ты сейчас расскажешь про весь свой путь в спорте, какой он был. С самого начала, с самого детства. С самого детства. Мой путь в спорте начался с плавания. Я начал заниматься плаванием, потом я занимался в Даугава, у нас был бассейн, потом... Сколько тебе было лет? Вот это очень важно. Меня мама возила с садика. После садика меня мама водила в плавание, потом я начал заниматься еще и теннисом. Потом меня перевели на кипсулы, там на кипсуле я плавал, потом у меня был теннис в Агенскалсе. У меня было 2 вида спорта одновременно. В 9 лет у нас сосед пошел на баскетбол, и мы с ним дружили, и я пошел с ним за компанию. Я пошел с ним за компанию и стал заниматься баскетболом. И баскетболом я прозанимался 10 лет, с 9 до 19. Вначале я был в ЭФИ, потом я перешел в баскетбол-школу Рига. И я занимался баскетболом. Параллельно у меня было все время какие-то другие виды спорта, потому что мне очень нравился спорт. И каждый раз, когда в школу приходили какие-то тренера и говорили, вот мы набираем команду по флорболу. Я говорю, я пойду. Я говорю, мама, у нас флорбол будет? Говорит, когда? Говорит, у тебя там учеба, занятия. Я говорю, ну вот тут вот могу не возвращаться домой, поесть в школе и потом туда. Вот у меня был флорболом, я чуть занимался, потом чуть занимался футболом. Вот, потом чуть-чуть занимался борьбой. В 16 лет папа мой, он был профессиональный спортсмен, он закончил свою карьеру, и он сказал, что подвел меня к зеркалу, говорит, посмотри на свой цвет кожи, говорит, какой баскетбол, занимаемся пляжным волейболом. И каждое лето я начал заниматься пляжным волейболом, и в субботу-воскресенье мы ездили, мы ходили на пляж в Юрмале, расчищали в Лелупе на пляже площадку от снега, посыпали солью, чтобы растаяло там, и на улице играли в любую погоду, снег идет, романтика, все. Но мы даже один раз играли, в минус 26 у нас мяч лопнул. У него давление, вот это. Вот мы каждую субботу-воскресенье играли... Это тебе было 19 лет? Нет, мне было 16. 16. Мне было 16, мы начали. И вот у меня был волейбол, баскетбол. Летом и субботу-воскресенье у меня был пляжный волейбол. В рабочие дни у меня был баскетбол, в субботу-воскресенье был чемпионат Латвии. Потом я еще 2 года занимался кикбоксом. Мы были в одной группе с Марисом Бредесом. Так сложилось. И еще до того, как он ушел в бокс, он кикбоксером был. Получается так, что вот я занимался, потом у меня был прогресс, меня начали ставить спарринги. Потом после одного такого спарринга я пришел домой, я лег спать. И я вообще не мог, у меня такие вертолеты были, потому что мне так надавали по голове. Я просто проснулся и потом услышал будильник, не заснув ни на минуту. И я понял, на следующий день я пришел к тренеру и говорю, а можно мне вот в ту группу, в которой я был, мне вот эти все ваши, пока подожду. И в 19 лет я закончил 12 класс, и мне нужно было определяться, потому что с баскетболом было закончено яунешу. Молодежная группа у нас закончилась, нужно было или переходить во взрослую группу, или заканчивать. И также с пляжным волейболом у нас было, что нужно было определяться. Уже нужно было начинать выходить на международный уровень. Потому что уже 19 лет, уже возраст, когда нужно начинать уже думать о соревнованиях по-взрослому. Но пляжный волейбол, как бы он ни казался бюджетным видом спорта, когда это там, что-то вам нужно на пляже, шорты, мяч и все, то за счет того, что у нас климатические условия такие, что нужно очень много путешествовать, чтобы тренироваться и соревнования. С этого он очень дорогой в плане того, что очень много денег тратится на поездки. Мне родители не могли позволить на тот момент, чтобы я там разъезжал по лагерям в Египте еще куда-то. И поэтому единственный способ было попробовать себя в профессиональном амплуа — это занять первое место на юниорских чемпионатах, потому что у нас по системе в государстве, что раньше было только золото на юниорских, давало тебе возможность попасть в состав Латвийского олимпийского vienība, состав. И ты получал и зарплату, и какое-то финансирование на лагеря и на соревнования. Сейчас чуть лучше ситуация, теперь любая медаль
дает тебе возможность попасть в состав, и ты становишься как кандидатом олимпийской сборной. И тогда, как я уже упомянул, что я закончил школу, я поступил на медицинские страдания, я поступил в банковскую, потому что я не знал, что... И поехал на первый свой чемпионат Европы до 20 лет. И вот тогда был 2004 год, это был переломный момент в моей жизни, когда нужно было понимать вообще, куда дальше двигаться. И ну вот судьба решила так, мы выиграли чемпионат Европы, и мы выиграли у противника, у немцев, которые были на голову выше нас. Просто так сложилось, и мы выиграли, мы попали в олимпийский состав. Соответственно, мы начали тогда уже ездить по международным соревнованиям по взрослым. На следующий год мы выиграли чемпионат мира до 21 года в Рио-де-Жанейро. И нас еще на один год продлили. Потом на следующий год мы выиграли чемпионат Европы до 23 лет. Нас еще на один год продлили. И тогда мы попали в 2008 году. Мы уже как самая молодая в истории пляжного волейбола, самая молодая пара. Мы попали на Пекинские Олимпийские игры. Ну, здесь уже все. Я полный уже крест поставил. Ну, уже в 2007 году я уже поставил крест. Если до этого я маме говорил, что ну вот один год подожду, потом вернусь в страдания, то в 2007 году я уже прям полностью поставил крест на своей карьере врача и сконцентрировался именно на спорте. Но в моей семье всегда было важно образование. У меня бабушка учительница математики в школе, у меня мама закончила с золотой медалью, и поэтому у нас прям был большой плюс, что папа тренер, поэтому все тренировки и лагеря у нас подстраивались под мои сессии и под мою учебу. Мне было очень легко учиться, поэтому мне спрашивают, как ты учился? Я говорю, потому что я папе говорю, у меня учеба, лекция до 4, мы делаем тренировку, например, в 5. Он говорит, да, хорошо. И не было такого, что там команда говорят, тренировка в 4, и не волнуешь никого, какие у тебя там лекции, какие у тебя там сессии, все. Вот есть тренировка, вся команда приходит в это время, когда там... Мне в этом плане было легко, потому что у меня папа полностью подстраивался. Ты уже рассказал такой большой путь, супер. Можете все вырезать. Нет, ничего вырезать не будем. Ты сейчас упомянул в своем разговоре о том, что не надо человеку спать 8 часов. Поподробнее расскажи об этом. На самом деле это... Очень есть такое знаменитое выступление Арнольда Шварценеггера, где он рассказывает про планирование. И за счет того, что я сам выступаю с мотивирующими лекциями, и это один из моих родов деятельности, соответственно, я слежу тоже, смотрю очень часто, чтобы набираться вдохновения и каких-то идей. И вот у Арнольда Шварценеггера есть такое, что вот он рассказывает про планирование, что вот спите, вот то, что он говорит, если вы спите, если вы не спите 6 часов, говорит, то спите быстрее. Говорю, даже если спите 8 часов, то спите быстрее. Потому что, ну да, на самом деле сон — это очень важная составляющая нашей жизни, которая от отсутствия сна теряется продуктивность. Это прям... Ну, минимум сколько? 6 часов надо спать? Я сплю 6. Я уже 5 лет сплю 6 часов. Я раньше спал 8, но потом в какой-то момент я понял, что я сплю 6, и я себя прекрасно чувствую. Мне друзья говорят, ну нет, это накопится. Я говорю, 5 лет копится, и вроде нормально. Я хорошо себя ощущаю. И поэтому, да, 6 часов, потому что я как-то жалко 8 спать. Слушай, а я вчера заснула в 10, я просыпаюсь в 4, и я там с другом переписываюсь, он говорит, а что ты опять проснулась в 4? Я говорю, так я выспалась, все, я больше не хочу спать. Не, но у меня еще сложнее, потому что я только позавчера прилетел с Филиппин. У меня перестройка, у меня джетлаг, и, соответственно, у меня сон, я так говорю, 6 часов, но у меня может тело так, то 10 часов, то 6, то 4, то поэтому, особенно, когда после перелетов длительных. Тогда, что я прям... Позавчера я только прилетел, я такой уставший с полета был, я 8 часов лег и в 6 встал, поэтому там 10 часов непозволительная роскошь. Ты упомянул о своих детских лагерях. Расскажи о них побольше. Изначально мы начали делать для любителей, для начинающих. Спортивные лагеря 10 лет назад мы начали делать. Первый у нас был в Египте, где наша была тренировочная база. Мы вначале делали только для латышей, все у нас проходило на латышском языке. И через третий лагерь я уже понял, что нужно выходить на международный рынок, и мы стали делать на английском. У нас начали приезжать литовцы, потом из соседних стран. И в какой-то момент начали расти, развиваться. Потом мы сделали первый лагерь 9 лет назад на Майорке. Нам приехало из 9 стран участники. И в этом году уже у нас на Майорке было 650 человек из 35 разных стран. Слушай, мы добавили пляжный теннис, мы добавили падел и фитнес. И поэтому у нас, да, такой очень большой проект сделал. И 3 года назад мы решили, что нужно подключать и детей. И у нас идет в начале октября взрослый лагерь, а потом мы делаем детские каникулы, когда в октябре мы делаем для детей.
Изначально, конечно, у нас только были латыши. Сейчас у нас уже, в этом году у нас было из 5 разных стран. Французы, итальянцы, литовцы, эстонцы приехали. И поэтому вот это такое направление, потому что, ну, раз мы делаем, то надо развивать и детей, и... Да, вот это такой вот у нас проект. Очень крутой проект. Расскажи мне, с какого возраста ты бы посоветовал детям начать заниматься пляжным волейболом? Пляжный волейбол, вообще волейбол очень сложный вид спорта, потому что тебе нужно держать мяч на весу. Соответственно, детям он довольно-таки сложный его делать. Баскетбол ты поймал, вы можете его подержать, постучать, подержать. Футбол вообще почему такой популярен? Потому что очень примитивен. Там уже ребенок начинает ходить, он уже, по сути дела, может забивать голы. Футбольный примитивен, это мы знаем, вы цитата. Ну, так и есть, так и есть. Поэтому он такой массовый. Я говорю на начальном уровне, не говорю, конечно, про профессиональный уровень. И поэтому, ну, дети уже у нас приезжают в лагерь с 8 лет. У нас вот на Малорке была одна группа, там 7, 8, 9 лет группам. Мы делаем вот детские с 8 до 16. После 16 они идут уже со взрослыми. И поэтому, ну, я бы рекомендовал, ну, не раньше 10-11 лет, потому что бить по мячу не очень хорошо, пока не окрепшие суставы. Поэтому потом могут начать болеть плечо, локоть. Но очень классно на песке, они могут приходить, двигаться. И потому что очень классно. Ну, детям нравится на песке, они тут бегают, бесятся, прыгают, бегают. Все-таки это в начале, первые там года, это не волейбол, это больше же активность на песке. Я бы сказал это так. Волейбол это уже начинается где-то после 10 лет. Уже, вот. Я вообще пришел очень поздно. Я пришел в 16 лет. После баскетбола? Волейбол. После баскетбола. Не после баскетбола. Вместе с баскетболом. У меня было, пока я учился в школе, у меня был баскетбол. Я закончил Basketball School Riga, Absolvent. У меня медаль даже дома есть. И диплом, наверное, есть. Ну, дипломов много, мы все выигрывали. Мы были самые сильные в Латвии по своему возрасту. И с 9 до 19 я играл в баскетбол, пока школа с сентября по май. А летом уже, соответственно, пляжный волейбол. У меня была такая ситуация, что у меня лагерь по баскетболу в Юрмале, Дарскопе Техникумс. И мы тренируемся. Утром баскетбольная тренировка. Потом я бегу на пляж. Целый день на пляже с папой. У меня папа тренер. Обратно вечером на вторую тренировку на баскетбол спать. И так просто 2 недели. Саш, очень важный вопрос для меня, как в первую очередь для мамы 8-летнего сына. Ты когда начал рассказывать про свой путь, ты упомянул о том, что ты начал свой спорт с бассейна, с плавания. Это дико классно, потому что я на самом деле сына тоже отдавала в плавание, но у нас постоянные проблемы с дисциплиной. И мне вот просто интересно, во-первых, на твоем опыте, как у тебя этот проходил момент, и также ты все-таки работаешь с детьми, которые приходят на тренировки и в лагеря. Как можно у ребенка вообще воспитать дисциплину? Но для того, знаешь, каким таким более... Мягким способом. Да, более мягким способом. Вот у меня проблема. У меня ребенок, вот ты понимаешь, он идет куда-то там на плавание, ему тренер говорит, вот надо делать это. В группе там 4 человека условно. Как только тренер отворачивается, я прям вижу, понимаешь, как он там ничего не делает. И в какой-то момент его там напрягаю, ему делают замечание 1, 2, 3, он после тренировки приходит домой и говорит, мам, я туда больше ходить не хочу. Классика. Вот что делать в таких случаях? Ну, во-первых, у меня у самого 2 мальчиков, 8 и 7 лет. У них сейчас такой как раз вот период, хотя говорю, 8 лет, они по-латышски таустас, как это по-русски? Прощупывают. Прощупывают, конечно. Они сейчас позицию свою в обществе, в группах, и вот если они находятся в группе, у них вот всегда вот они прощупывают борьба за лидерство, кто будет альфа, кто будет бета, соответственно, поэтому постоянно идут такие проявления. Здесь самое главное, конечно, от тренера, от преподавателя это очень всегда зависит. И любой тренер, если он с образованием, то это основы основ учат в педагогическом, как себя вести с проблемными детьми, потому что их нельзя исключать, их нужно вовлекать. Это основное правило любого педагогического, что всегда вовлекаем, все время совместно. Но здесь это самое главное, это авторитет тренера. До тех пор, пока спортсмен не будет уважать и с открытыми ртом смотреть на тренера, то, что он говорит, и если тренер говорит, то это мы берем и выполняем, то если нет уважения к тренеру, не будет результата.
Соответственно, нужно просто тогда искать другого тренера, который станет авторитетом, который сразу же поставит, что я здесь главное, то, что я говорю, когда я говорю. Ты смотришь на меня, слушаешь, а не по сторонам. И если я сказал, что вот это делать нельзя, то это делать нельзя. Главное, чтобы это он говорил серьезным, строгим голосом, без грубостей, без перехода на личности, ни в коем случае без криков. Это уже качество тренера. Как раз следующий был вопрос связан с криками тренеров, потому что мне кажется, что это тоже такая частая проблема, с которой сталкиваются родители и дети. Мой ребенок тоже ходил на один вид спорта. Также через какой-то период он ко мне пришел и сказал: «Мам, мне не нравится, вот так на меня кричит тренер». И я, как человек, который никогда не сталкивался с профессиональным спортом, я не знаю, насколько это правильно или неправильно. Может быть, это какой-то метод воспитания, хотя для меня он неприемлемый. Расскажи, что делать вообще в таких случаях, насколько это вообще принято сейчас, и что делать в случае, если вот к тебе приходит ребенок и говорит: «На меня кричат». Мне трудно сказать, потому что на меня тоже кричали. Мне тяжело сказать, потому что я стал первым в мировом рейтинге, и поэтому, может быть, этот метод работает, но я при этом видел, что были некоторые дети в нашей же тренировочной группе, которые просто отваливались, потому что они не выдерживали. Они приходили, на них начинали кричать, они просто сразу же закрывались и в себя, и ничего не могли делать, и ты просто видишь, что они пропадали. Потом начинались какие-то там: «Ой, я сегодня заболел», «Ой, мне мама сказала помочь по дому». Это он не приходит, и просто человек уже ищет причины, чтобы не приходить, потому что он чувствует себя дискомфортно в этой среде. Это уже подход тренера к каждому, что он должен найти общий язык. На кого-то, может быть, действительно надо, может быть, чуть строже. Мы сейчас делали на Майорке лагерь, и к нам приехало 2 брата, мега активные ребята, и у нас девочка проводила перед этим у них тренировку, и она такая скромная, довольно-таки стеснительная, она проводила, но они ее вообще не слушали. И все делают, и она говорит: я их там и говорила им сидеть, но они просто, потому что нет авторитета, и никак. Я говорю, есть там, ты с этим можешь вежливо, а есть ребята, с которыми нужно чуть пожестче. Но это неправильно, что поговорить. Я думаю, можно без криков просто более... Наказания какие-то давать. Наказание, да, наказание — это исключение должно быть. Если я никогда не понимал, что как наказание может, что вот ты опоздал, у тебя наказание отжимания там делаешь, или наказание 2 круга пробежать, потому что мы за спорт. Любой спорт — это должно быть бонус. Если ты даешь какие-то физические нагрузки, ты учишь ребенка любить спорт, любить активный образ жизни, и как ты можешь его наказывать тем, что ты пропагандируешь. Это то же самое говорить: будешь себя плохо вести, тогда будешь смотреть 10 минут мультик. Так это не работает. Опоздал, вот тебе еще 5 минут сиди, смотри мультик. Это такое получается... диссонанс, да. Диссонанс, нонсенс. Поэтому обычно наказание, что вот дети все играют, а ты вот должен 30 секунд посидеть, подождать, пока вот все играют. Или вот все играют с мячом, а ты пока без мяча. И вот когда он без мяча, вот смотрит, так все играют с мячом, вот у него должно быть такое, что: а почему это я вот плохо? В следующий раз он уже не будет себя так вести. И, наказание, это... Это очень классный совет ты сейчас дал, не только для спорта, но и в принципе, как могут себя вести родители с детьми, даже если вот они собираются где-то во дворе, это просто момент такого воспитания, о котором, кстати, я задумалась, это очень классно. На самом деле какой у нас инструмент? Если, я считаю, распускание рук, ударить по попе или ремень, это неприемлемо, это из каких-то средних веков у нас шло, что сейчас это просто неприемлемо. Кричать, ругаться, конечно, мы люди, иногда это просто... У меня самого 2 мальчиков, но иногда просто ты не можешь по-другому, но более строго как-то зрительный контакт. Они же ты можешь им 100 раз говорить, если он играет, он тебя же вообще не слышит. Поэтому, дисциплина должна быть, особенно если это мальчики. Это то, почему отправляют детей на спорт, потому что там они учатся дисциплине. Потому что там их учат, что вот если каждый будет сам по себе делать, не будет командной работы. Как я пришел в пляжный волейбол? Это вообще на самом деле это судьба, потому что я не планировал становиться пляжным профессиональным спортсменом. Закончил баскетбол, у меня не очень были успехи, не был успех, я был амбициозный.
в НБА я, скорее всего, бы не попал. И в пляжном волейболе я начал играть. Были успехи, ну, такие по юниорам, ничего такого серьезного. И я в 12 классе решил, что я хочу поступать в Страдане. У меня лучший друг из семьи врачей из Соломатин, глазной центр. И мне очень нравилась медицина, поэтому я решил поступать в Страдане. Каждый день после учебы в 12 классе 4 часа у меня была химия, биология в Страдане подготовительная. И вот 12 класс сдал все экзамены, сдал химию, биологию, вступительные экзамены в Страдане и уезжаю на свой первый чемпионат Европы до 20 лет. Я уехал, и мама просто звонит и говорит: все, ты попал в бюджет в Страдане. Очень радостная такая. Я говорю, ну давай, мама, делаем так. Если мы выиграем чемпионат Европы, я 1 год попробую профессионально, потому что поставят состав в олимпийский, будет какое-то финансирование, то 1 год попробую сыграть. Если нет, то все, пойду учиться в Страдане, ну и спорт будет на уровне хобби. И мы выиграли. Это был 2004 год. Мама радовалась, скажи? Мама, я не знаю, нет, конечно, радовалась, Были но я не знаю, чувства. смешанные чувства. Потом мы выиграли чемпионат Европы до 20 лет, нас на 1 год поставили в состав. На следующий год мы выиграли чемпионат мира до 21 года. Потом мы выиграли еще через год чемпионат Европы до 22 лет. Нас еще на 1 год продлили. Потом попали на Олимпиаду. И так я не стал врачом, а стал профессиональным спортсменом. Ну сколько ты отучился? Я отучился, вообще у меня 3 высших образования. Я люблю учиться, я псих. И Тайм-менеджмент, это все тайм-менеджмент. Все тайм-менеджмент, да. Я пошел после школы в банковскую. Я закончил банковскую, банковскую систему бакалавра, потом магистра финансы, потом я отучился... Тоже банковской? Да, банковской. Потом я отучился на юридический, и потом сейчас в этом году я закончил бакалавра спорт-менеджмент и тренер по пляжному волейболу. Круто, я насчитала 4. Да, ну... Поэтому вот так. Да, мне нравится учиться, я выучил... Находясь после, я закончил банковскую, 6 лет, 12 лет в школе, 6 лет в университете, думаю, все, никакой больше учебы. Уехал в лагерь в Египет, 2 недели, и я уже думаю, чем бы таким заняться, чтобы мозг как-то напрячь. И вот пошел, я говорю по-испански, и я пошел, мне все спрашивают, где ты выучил испанский? Я говорю, в Египте. Я говорю, ты выучил испанский в Египте? Я говорю, ну так сложилось, да. А как сложилось-то? Сложилось. Команда была? Нет. Просто вот был такой этап, что я понял, что как же так, что раньше я тренировался весь день, вечером учился, и было энергии много. А сейчас я тренируюсь, вечером лежу, отдыхаю, ничего не делаю, и устаю нереально на тренировках. И потом я просто понял, что это дисбаланс, что если у тебя нагрузка идет очень сильная на тело, а мозг не напрягается, у тебя дисбаланс возникает, ты начинаешь уставать. Поэтому очень важно для людей, которые очень много... их работа связана с ментальной нагрузкой, то очень важно заниматься спортом, потому что тогда ты выводишь в баланс свое тело, и тогда у тебя намного больше энергии. И ты тогда, очень часто бывает такое, что вот ты после сложного трудового дня из офиса просто думаешь, не пойду сегодня на тренировку, потом, ладно, себя как-то заставляешь, приходишь на тренировку, час поработал, и такое впечатление, что да можно обратно в офис, вообще все из тебя прет. Поэтому вот так вот есть. И я думаю, надо как-то напрячь свою голову. Я пошел на курсы, логично сразу же, курсы арабского. Они сказали, у нас только вот 3 недели назад был набор группы, следующий через 1,5 месяца. Я говорю, ну ладно, следующий, приду через 1,5 месяца. Они говорят, у нас есть еще курсы испанского. Я говорю, испанского? Давайте. Я пошел, и у меня был очень сразу классный коннекшн с преподавателем возникло. А у нее муж организовал школу латинских танцев. Они из Перу. И он организовал школу, и они меня позвали к себе, он говорит, приходи, у нас там сальса-вечеринки. Я говорю, я танцевать вообще не могу, деревянные спортивные ноги. Вот, но они меня как-то вытянули, я пришел и вот влился в их эту комьюнити. Я начал танцевать сальсу, начал с ними общаться, а там большинство все испаноговорящие, хоть из разных стран. И все, и вот и потянул свои навыки пластики. И поэтому... Вот так, это все в Египте, да, как бы это нелогично и не звучало. Слушай, звучит очень круто. Я не буду, конечно, просить тебя показывать, как ты научился танцевать. Но буду просить научить играть в волейбол, да? Ну, ты знаешь, было бы странно. Саш, ты сказала о том, что с 8 лет дети могут уже начинать тренироваться, но это называется не волейбол, это называется... Как это?
спортивные активности. На песке с мячом. На песке с мячом. Я, конечно, не буду претендовать на звание вообще какой-либо волейболистки, но я бы хотела... Спортивная активность на песке. Знаешь, давай сделаем так. Это не просто какая-то моя хотелка, а мы покажем вот на примере, вот если родители решат отвести своего ребенка, какая вот будет первая тренировка, может быть, примерно, чем будут дети заниматься. Хорошо. Надеюсь, я потяну уровень 8-летнего ребенка. Расскажи, какую модель воспитания ты взял для своих сыновей? Личный пример. Это основная модель воспитания, что все личным примером. И ты можешь им сколько раз говорить, что так, убрали телефон, сколько можно сидеть, там, целый час сидите в телефоне. И потом ты просто смотришь, у тебя у самого 5 часов экранного времени, но как ты можешь им говорить, убери телефон, все, убрали телефон, и сам сел в телефон. Но это так не работает, и ребенок не понимает, а почему ты сидишь в телефоне? Но если ты им объясняешь, я блогер. Я там работаю, все, для него это без разницы. Папа сидит с телефоном, это значит, почему я не могу сидеть с телефоном? Ну, если для папы это важно, для меня это тоже важно. Только личным примером. Поэтому я пытаюсь себя ограничивать, переходить, садиться за компьютер. Если даже мне нужно какой-нибудь Инстаграм вести, что-то делать или переписка в WhatsApp, только я по часам вижу, что мне пришло сообщение, я беру не телефон, а подхожу к компьютеру и на компьютер. И они понимают, там если за компьютер, да, там папа работает, там все. Телефон, папа 100% играет. Я взял телефон, они мне сразу говорят, папа, ты играешь в какую-то игру? Я говорю, нет, у меня никаких игр. Я говорю, удалил специально все, чтобы они не думали, что если у меня телефон, какая-то игра. У него воспринимается, что если папа взял телефон, он взял поиграть. Поэтому я пытаюсь максимально все, что я делаю в телефоне, максимально, что это возможно, перевести на компьютер. Если даже вот WhatsApp-сообщение приходит, подойти на компьютер и ответить. Вот так. Только личным примером. Ты можешь ему 100 раз, 1000 раз рассказывать, что нужно заниматься спортом, но если сам ты сидишь на диване с чипсами вверх, и самая большая активность — это спустился со 2-го этажа по лестнице, ну, так это не работает. Тогда нельзя требовать от ребенка чего-то то, что ты другого. не делаешь да. сам. Если ты ребенку говоришь, что нужно заниматься спортом, ты должен сам идти, ты говоришь, что вот ты идешь, а я пошла вот заниматься вот и спортом. Вот ты там, у меня в социальных сетях, посмотри, вот мы вот здесь это делали, ну и, соответственно, вместе с ними вовлекать. Делать с ними вместе, играть. Если не хочешь, чтобы ребенок сидел у себя в телефоне, ну, его нужно как-то завлечь. Нужно ему показать, что вот есть настольные игры, есть какие-то там книги, читать. Если ты говоришь, ребенку, надо больше читать, и сам последний раз книжку прочитал в 12 классе, но так это не работает. Ребенок должен видеть родителей, которые сидят, читают книжки дома, чтобы они тоже начали читать. Ты знаешь такой момент, кто кого воспитывает, да, во взрослой жизни? Так и есть. Так и есть. Если вы хотите, чтобы вырос достойный ребенок, нужно самим вначале стать этой role model. Расскажи, каким спортом занимаются сейчас твои дети? Мои дети занимаются футболом, занимаются плаванием. Но летом они меньше, потому что они больше просто на улице. Плюс я максимально стараюсь с ними играть, всякие разные виды спорта. Ну, на данный момент в школе у них футбол, и плюс мы ходим на плавание. Потому что плавание, я считаю, это основа основ для укрепления тела. Там только плюсы. Для укрепления позвоночника, общая координация движений, для дыхательных систем, плюс для сердца, для кровенно-сосудистой системы. Ну, прям плавание — это один из базовых видов спорта. Плавание — это очень полезно, очень классно, но знаешь, какая в Риге проблема с плаванием? Угадай. Я знаю, какая. Не, ну в плане бассейнов. Ну то, что просто не записать ребенка. Тот, кто хочет, тот всегда найдет возможность. Но почему? У нас достаточно много бассейнов. Ну смотри, у нас есть Кипс, а вот давай посчитаем. В Олимпийском, но такие большие. Что у нас еще есть? Ну, сейчас Палмс открылся. Где? В Палмс. У нас пляжно-волейбольный зал, и там же на Юрка у нас. И они открыли в Палмс бассейн открыли. Да, и там вот один из пятиборцев олимпийцев, он открыл школу, Swim Baltic, у них там. Ну, есть, плюс в Рижском районе у нас тоже бассейны есть. В Юрмале у нас 2 бассейна, хороших в Бабите бассейн есть. Так потом взять какие-то маленькие. В СКА нету, которые на Крузбазнице? Я просто там раньше занимался. Слушай, я не знаю. Ну, там есть, 100% там есть. Ты не знаешь, есть там? Не, там, я вряд ли он закрылся. Не, он 100% там есть. Ты планируешь вот в такой форме?
Это круто. заниматься. Ну мы с тобой так. Первое, это когда ваш ребенок придет на тренировку, его в такой форме отправят домой. Поэтому первое, это, конечно, спортивная форма. Ни у тебя, ни у меня на данный этап нету спортивной формы, поэтому мы уже изначально со старта не соответствуем первой тренировке в пляжном волейболе. Ну, ребят, надо, да, вы это запомните. Но давай ты, может быть, покажешь какие-то основы или расскажешь, да, хотя бы с чего начинается, вот что ожидает ребенка, который пришел первый раз на тренировку в твой лагерь, может быть. Хорошо. Да? Окей, начнем. С чего начинается волейбольная игра? Волейбольная игра начинается с подачи. Поэтому мы начнем сейчас... Так, Саша, у нас спортивная активность по плану для 8-летних. Хорошо, для 8-летних спортивная активность начинается, нужно пробежать 2 круга вокруг зала. Я пробежала. Да, ты сымитируй. Я сымитирую, да. Ну не, я не обманываю зрителей. Ну вот хорошо, то есть, ребят... Разминка, начинается с разминки. Да. Вы приходите, пробежаться, нужно, чтобы поднять пульс, перед тем, чтобы мышцы уже кровообращение улучшилось, чтобы потребление кислорода увеличить, чтобы легкие разогреть. И только после этого мы начинаем уже, нам нужно мышцы подготовить, потому что мышцы в повседневной жизни, они довольно-таки жесткие, их нужно размять. Современная методика — это стретчинг. Соответственно, делать динамический стретчинг, потому что перед спортивными видами спорта нужно мышцы подготовить, суставы, все движения, нужно суставы подготовить. И только после этого мы можем начинать заниматься активностью. Потому что без активности, если вы придете сразу же в пиджаке, давайте я сейчас буду эта тренировка может быть первой и последней. Не, ребята, в пиджаке приходить на тренировку нельзя. Но у нас интервью в виде исключения. Извини, я тебя буду троллить всю тренировку. Если это мы называем тренировкой, то... Ребят, самое смешное, то, что первый раз я пробовала пляжным волейболом заниматься с младшим братом Саши, с Мишей Самойловым. И это было эпично, я чуть не прибила оператора. Поэтому мне надо быть очень аккуратной. Кадр. Если что, оператор здесь, камера жива, так что все в порядке. И это потому что... школа. У нас волейбол вообще-то является в основной программе школьной программы является основным. Слушай, у меня справка была 7 класса. Потому что у меня... Человек говорит, да? Человек говорит про, давайте, вот спорт, детский спорт и самое это вот. Нет, у меня травма колена, поэтому... Ну что, начнем тогда с подачи. Начинаем с подачи. Активность. Пляжный волейбол впервые включен был в Олимпийские игры в 1996 году. Ты впервые представлял Латвию на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Скажи, можем ли мы рассчитывать на то, что увидим тебя в Париже в следующем? Ну, я играл на 3 Олимпийских играх в Пекине, в Лондоне и в Рио. В Токио нам чуть-чуть не хватило, но сейчас, конечно, ситуация очень тяжелая в Пекин. Нам попасть по рейтингу очень тяжело. Мы можем попасть в Париж, да. Шанс есть, мы можем попасть через континентальный кубок. Те, кто по рейтингу топ-15 не проходят, остальные команды играют еще за одно место на континенте. Соответственно, там все европейские команды, которые не попадут, будут играть еще за одно место. Но это наша основная цель, которая пройдет. Первый отбор будет в мае, потом будет в июне. Вот к нему мы будем готовиться. У меня новая команда. Я объединился. Я 11 лет играл с Янисом Шмелиничем. Янис закончил карьеру, и поэтому я объединился со своим братом. И вот мы с сентября играем с братом, и вот наша основная цель, будем сейчас готовиться всю зиму, чтобы подготовиться к этим 2 турнирам, чтобы постараться попасть в Париж. Было прекрасно, мне кажется, у нас просто площадка будет прямо возле Шар-де-Марс, прямо возле Эйфелевой башни, поэтому, мне кажется, это прекрасное завершение карьеры возле Эйфелевой башни. Завершение карьеры. Расскажи с этого места подробнее. Ну, я не робот, и это отличительная черта нашей профессии, что она очень рано заканчивается. Что если мои все однокурсники по банковской школе, там я один из первых начал очень быстро зарабатывать деньги, один из первых, у которого была своя машина, кто начал жить отдельно от родителей, но обратная сторона этой профессии, что и в 40 лет я еще молодой как мужчина, но ты уже становишься очень старой для своей профессии. И тебе в 40 лет у тебя профессия заканчивается, и тебе нужно начинать практически жизнь с нуля. И поэтому это большая проблема для профессиональных спортсменов, что никто не учится,
Они единственное, что знают, это как заниматься видом спорта. И в 40 лет, если ты еще был топовый спортсмен, у тебя какие-то остаются навыки или накопления, ты еще можешь продолжить что-то. Но если те спортсмены, у кого нету, то, например, баскетболисты NBA 90% банкрот в течение 5 лет. Несмотря на то, что они там сотни миллионов зарабатывают, продолжают вести такой же образ жизни, то просто в течение 5 лет они не понимают, где себя пристроить. И, как правило, все говорят, ну что дальше, тренер? Но это самое распространенное, что если ты игрок, то ты можешь потом становиться тренером. И это очень большая проблема. Да, и поэтому это просто неизбежно. Я просто понимаю, что мне 38 лет, то да, я могу в связи с своей подготовкой, там более строгий режим, хорошее питание, хорошая медицина, которая у нас очень идет вперед. Я могу продлить свою карьеру, взяв молодого спортсмена сейчас, например, который может быть большую часть игры на себя. Я могу продлить, но дольше 43 на мировом уровне никто не играет. Поэтому быть феноменом, я не тот человек, который сейчас будет говорить, я буду другой сейчас до 50. Соответственно, нужно уже готовить почву для приземления. Я логически понимаю, что скоро моя карьера закончится, но посмотрим, еще поиграем. Еще хотелось бы порадовать своих болельщиков хорошими результатами. Супер, мы за тебя будем голосовать, хотела сказать. Болеть будем. И голосовать тоже, потому что еще неизвестно, куда нас направят. Если хочешь просто активность, примерно, что бы детям давали? Первое, если маленькие дети, я им даю, например, такие упражнения. Ты подкидываешь мяч. Это я могу, ребят, подкидывать мяч я могу. Хоп, подкидываешь, хлопок, ловишь. Подкидываешь спереди, сзади, ловишь. Это сложно. Теперь, да? Подожди, надо повыше подкидывать. Вот, молодец. Потом теперь подкидываешь, разворот на 360 и ловишь. Я падаю. Просто не наступи на этот мяч. Ты нам еще нужна. Давай. Повыше подкидывай, 360. 360, лови! Молодец! Все, вот потом, ладно, ты не размяла там, всякие движения, там, с мячом. Потом уже начинается, вначале дети больше сами с мячом, потом уже идет вместе друг с другом. Например, ты бросаешь мне, я бросаю тебе, и мы просто ловим. Давай, с одним мячом. Нет, двумя. Видно, да, что у меня одновременно, да? Класс, справка. Давай, раз, два, три. Лови. Все, отлично. Теперь я тебя бросаю, ты мне бросаешь, делаешь хлопок. Давай. Еще между. Давай. Раз, два, три. Отлично. Теперь я тебя бросаю, ты спереди, сзади и ловишь. Так, а следующее будет 360? Ну и всякие разные, там особенно. Просто что важно для детей? Для детей самое главное – это активность, передвижение и координация. Да. Маленьким детям нельзя давать силовые нагрузки, потому что зоны роста не развиты, суставы не развиты. Поэтому дети что развивают? Они развивают координацию и развивают движение. Поэтому это, ну и гибкость им тоже важна, чтобы не забивалось тело, поэтому растягивание тоже очень важно. Поэтому вот будут разные активити, они бегать, потом подключается сетка, бежишь, перекидываешь мяч через сетку, возвращаешь. Очень нравятся эстафеты. Ой, эстафеты это круто. Эстафеты это классно. Вдвоем мы с тобой вряд ли сможем сделать эстафеты. Мы можем команду всю взять. Да, все, команда на команду, да. Вот, и в этом самая главная суть. Чем хорошо песок, даже если ребенок упал, он не поцарапается, не травмируется. Единственный минус, что если дети начинают баловаться, соответственно, они могут один другого бросить в песок, если в глаза попадет, это неприятно. Ну а так, очень хорошо на песке, они балуются, могут там поиграться, какие-то домики составить, но очень хорошо на песке, потому что хорошо действительно и для спины, и для коленей, что тяжело прыгать, легко приземляться. Естественно, легко падать, тяжело вставать, потому что это на песке. Ну и, соответственно, да, этим хороший пляжный волейбол для детей. Саш, давай попробуем сделать подачу. Давай. В прыжке? Силовую? Ну, короче, давайте так, сейчас сравним. Сейчас сделает подачу чемпион. Все, я пошла. Я пошла. Очень просто. Так, подожди, а давай мы представим... Нет, Саш, давай мы хорошо, ладно, это не будем делать, силовые прыжки не будем. Начнем с основ. Основная подача, которую начинают учить и детей, и всех начинающих, это подача снизу. Да. Основная техника подачи снизу
Мы присаживаемся на согнутых ногах, мяч держим прямо перед собой, чуть-чуть подкидываем, потому что с руки подавать нельзя по правилам, нужно чуть-чуть подкинуть. Чуть отводим руку назад. Самое главное, чтобы у нас ладошка была напряжена жесткой, не мягкая, а жесткая, как доска. Тогда будет сильнее удар. Замахиваемся. Потом, когда рука уже начинает движение, чуть-чуть подкидываем и снизу мяч под 45 градусов бьем. Не запускаем его в небо, в потолок в нашей ситуации, а подаем 45 градусов, пытаемся попасть через сетку. И в момент, когда ты подаешь, чтобы было не только, как говорят... Я уже запуталась. Все нормально. 45 градусов, у меня все там. Ну, как любой элемент из спорта, не может... Все говорят, что если было бы так все просто, то у тебя бы тренировка заключалась, там, 20 тренировок, все, ты уже профессиональный спортсмен. Каждый элемент показал, каждую тренировку, все. Поэтому, и что еще очень важно, тебе может не хватить сил только рукой подать, нужно немножко ногами добавлять. Окей. Расскажи о своих планах. Наверняка же ты уже думаешь о том, чем будешь заниматься после завершения своей карьеры. Я, если честно, не знаю, чем я буду заниматься по завершению своей карьеры, но я развиваю много направлений. У меня лагеря, которые я начал делать 10 лет назад. Сейчас это разрослось в очень такой большой масштабный международный проект. Как я уже упомянул, то вот на Майорке у нас было 650 человек. И на Майорке в этом году мы организовали мировой тур по пляжному теннису самого низкого уровня, фьючерс, но все равно это уже соревнование. Соответственно, мы будем в этом направлении развиваться, потому что я не вижу себя как тренер. Я вижу своего отца и вижу, что да, но он просто от бога тренер, он топовый. Я не вижу себя на этом. Мне нравится организовывать. Я с детства был такой активист, я в школе организовывал... Да, менеджер, ну вот именно. Мне нравится организовывать мероприятия. Я в школе, в университете организовывал всякие там театральные, спортивные мероприятия. Мне нравится организовывать ивенты. Поэтому я бы, наверное, себя вижу больше как организатор соревнований, организатор вот лагерей, каких-то поездок. Плюс у меня богатый уже опыт профессиональной деятельности, и я выступаю как мотивирующий спикер. Я перед многими компаниями, это одно из направлений, которое я тоже сейчас развиваю активно. И то, чем бы я мог бы заниматься по завершению профессиональной деятельности. Тогда у меня, соответственно, будет и больше времени, потому что сейчас компании ко мне обращаются с запросами, но если я 50 дней в году в Латвии, то мне очень тяжело где-то еще в большинстве случаев приходится отказываться. Но это то направление, где я бы вижу себя, которое мог бы развиваться, когда бы у меня не было так много поездок. Мотивационный спикер. Это что-то похожее как коучинг, да? Ментор? Да? Да. Я сотрудничаю с компанией Win Partners, которая занимается обучением компаний. У них есть коучи, которые занимаются внедрением. У них разные обучающие программы, внедрением продуктов, изменения, какие-то структурные изменения. Компании к ним обращаются, они хотят какие-то изменения, они подключают профессиональную команду, которая работает с персоналом. И я, как практически HR-специалист. Да, и я, как правило, являюсь как вишенкой на торте, что в завершении учебы я выступаю с мотивационной речью, мы разрабатываем с менеджментом или там, с владельцами компании, какую основную мысль они хотят донести, и я уже через призму своих каких-то там, историй из спорта, из предпринимательской деятельности, потому что это так же, как наши работодатели, они как родители для работников. И когда работодатель что-то говорит, это звучит совсем по-другому, чем человек со стороны приходит и говорит те же самые вещи. И для них, да, точно. Так же, как очень часто бывает родители и дети, что вот родители детям что-то много раз говорят, но когда придет человек со стороны и скажет им, что вот так вот, они говорят, эврика. Что? А потом, ну я же тебе тоже так вот говорил. А почему так это работает? Ну, у меня то же самое. Это психология людей вот так. И я являюсь вот тем человеком, который через меня доносится какая-то информация от компаний, которые они хотят донести. Плюс я их заряжаю энергией. Моя основная тема — это работа в команде, как максимизировать энергию и мотивация, как себя самомотивировать в те моменты, особенно когда такая, ну сегодня сейчас хорошая погода, вот когда у нас все такое серое, как вот себя мотивировать, идти и делать. Потому что я за то, чтобы двигаться вперед, развиваться. Я полностью против консерватизма.
потому что я считаю, что если ты в наше время стоишь на месте, ты автоматически отстаешь, потому что настолько быстро все развивается, технологии идут вперед, люди идут вперед. И если, как один из примеров своей лекции, я рассказываю, что если вы нашли в зимней куртке 100 евро, это абсолютно другие уже 100 евро, не те, что были в прошлом году, потому что за этот год, во-первых, там 10% инфляция съела. 25% инфляция съела от ваших 100 евро. И плюс все ваши конкуренты, которые за это время, они из этих 100 евро уже сделали 110 или 120, инвестировав в свои продукты, пропустив через компании, через какие-то проекты, и у них уже намного больше. И то же самое, поэтому и так совсем, что если ты стоишь на месте, и тебе кажется, что вот я сейчас нахожусь в такой комфортной ситуации, вот здесь мне сейчас тепло и уютно, то это не значит, что через 2-3 года это все так же будет комфортно. Наше интервью выйдет как раз за неделю до Нового года. И у нас будет вот такая холодная погода. Ты упомянул о том, что ты мотивируешь людей. Ты мог бы дать какие-то 3 совета, как можно повысить эффективность своей работы, чтобы не унывать, вообще как-то собраться, концентрироваться вот в таких обстоятельствах? Если вы что-то хотите, очень хотите, но ничего для этого не делаете, значит, вы не хотите. Потому что человек, который действительно, ему очень дискомфортно в том месте, где он находится, он обязательно для этого будет делать. И, как правило, самое сложное — это начать. И поэтому нужно себя просто научить, что если вы что-то хотите, нужно для чего-то это делать. Как я спрашиваю человека, что какую ты машину хочешь? Он говорит, я вот хочу Lamborghini. Я говорю, а ты хоть раз сидел в Lamborghini? Он говорит, нет. Как ты можешь хотеть Lamborghini, если даже не знаешь, как... Он говорит, ну вот мне кажется. Я говорю, так сходи в салон. Сходи в салон, сядь в Lamborghini. Тебе никто не оторвет руки за то, что приди, сядь, посиди, посмотри, возьми тест-драйв. И ты автоматически уже, у тебя мозг, руки, тело, ты, сидя за рулем Lamborghini, ты поймешь, что вот ты сейчас вот ее тестируешь, но ты по ощущениям уже поймешь, как будет, когда ты будешь ею владеть. И это и являются вот эти маленькие шаги к достижению цели. Если ты не делаешь каких-то маленьких простых шагов, если ты говоришь, что я вот хочу выучить испанский, ну, ни разу книжку еще не открыл, просто вот сейчас берешь, открываешь какой-нибудь там курсы онлайн испанского языка. Просто хотя бы найди вот эти маленькие шаги. И просто возьми себе установку. 5 минут в день я делаю по направлению к достижению своей мечты. То есть если человек говорит о том, что я хочу, но мне как бы лень, значит, он и не хочет. Да, так и есть. Если говорить, что вот я хочу вот заняться спортом, вот никак не соберусь, не надо сразу же покупать себе форму, там, покупать годовой абонемент. Просто сходить там, в пробную тренировку или пойти каким-то там в группу, где по минимальные затраты, или просто пойти там, говорить, хотя бы там, ладно, у меня там по работе не получается, там тренировка 1,5 часа, сходите на 15 минут. Просто вы один раз на 15 минут сходите, второй раз на 20 минут, потом на 30, и потом автоматически, пока это не доходит, не зайдет у вас уже в такую в рутину, часть вашего ежедневного процесса. А если вот так вот собираться, и вот прям сразу же глобально собираться, вот что вот если заниматься спортом, то это как профессиональный спортсмен нужно. Нет, нужно постепенно. А потом, когда войдете во вкус, уже это уже будет все хотеться самому, все больше, лучше, качественнее. Ну, шаг за шагом. Так, левая рука так, напрягла, 45 градусов, помогаю ногами. Все запомнила. Так. Идеально. Это эйс. Супер! Почему вы не сняли, как мяч полетел? Поэтому приезжайте в Beach Box Camps, наш следующий лагерь во Вьетнаме на Новый год, или в следующем году в октябре на Малорку. Саш, расскажи, сколько стоит участие в твоем лагере вот для ребенка и для взрослого? Я, честно, даже я не знаю. Ну, примерный порядок цен. Мне кажется, с недели, 4-звездочный отель у нас, 3-разовое питание и спортпакет, неделя 600 евро. Ну, слушай, в принципе, достаточно нормально. Ну да, у нас Малёрка такой очень довольно-таки бюджетный. У нас тренируют игроки мирового тура и олимпийцы. У нас поэтому тренерский состав прям, очень сильный. Я думаю, у нас самый сильный тренерский состав в мире из всех лагерей по всему миру, потому что конкурентов очень много. Но по тренерскому составу у меня прям концепт я сделал. У меня медалисты мировых туров и олимпийцы, и их тренера. Поэтому у меня прям я держу. Конечно, сейчас, когда мы так развились, у нас уже не хватает столько олимпийцев, но изначально у нас был прям тренерский состав прям топ. Супер, расскажи, где находится
твои 5 залов, куда можно прийти и позаниматься. Да, у нас, я не знаю насчет как, во всех ли есть детские школы, но я точно знаю, что у нас бичбокс на ВЭФе, есть детская школа, называется «Гепарды», Осант в Олимпийском центре, Риме Олимпийский центр, там тоже детская группа есть. И есть руки возле аэропорта в Марупе, они считаются. И еще есть у нас зал Palms, тоже возле аэропорта, на Юркалнес по дороге, и Бич-арена. Он находится на Ганнибу-Дамбасе. У нас 5 залов, 29 площадок. Могут заниматься и дети, и обязательно тоже любители, потому что у нас очень много тренеров, которые занимаются с любителями. Можно прийти, собрать свою группу или уже существующую группу подключиться. Там есть абсолютно начинающие, поэтому смело. Ну, как ты думаешь, после моей первой тренировки у меня после есть твоей тренировки вообще? Все, записывайся, я тебе посоветую хорошего тренера, кому идти. Ну, я бы рекомендовал, конечно же, по месту локации. Уже потом, я в Марупе, так что мне Palms вообще подойдет. Там вообще за углом, да. И поэтому, если по месту жительства, а уже потом, уже когда следующий уровень, уже искать более хорошего тренера, если уже на следующий уровень захочешь участвовать в чемпионатах Латвии. Я не Почему нет? Колено больше не беспокоит? Ну, вроде пока нет. Ну все, погнали тогда. 2 года и чемпионат Латвии. Смело, я тебе говорю, иди к брату моему, он тебя за 2 года доведет до чемпионата Латвии. Я не шучу. Ему это неинтересно. Ну, как правило, вот именно это и намного интереснее. Почему? Ну, чем больше, чем сложнее процесс, тем он интереснее. Да? Ну, по крайней мере, мне так точно. Да? Но ты знаешь, в моем случае это практически, понимаешь, безнадежно. С 2-го раза подала через сетку. О чем мы говорим, какой безнадежности? Зачастую люди из-за каких-то страхов не начинают что-то делать. Вот, допустим, пример с Ламборгини. То есть страхи и отсутствие веры в себя. Условно, да, я хочу, но для меня это что-то нереальное, и я не могу к этому идти, потому что я это не заслужил. Ну, условно. Эффект самозванца, да. Эффект самозванца. А вот что вот в таком случае делать? Надо работать над своей самооценкой для того, чтобы ты все-таки понял, что ты заслуживаешь лучшего? Не, ну это работа со страхами, это прям огромный этап, на который работать, там, страхи из детства, из воспитания родителей, какие-то неудачный опыт в твоей среде, там, с друзьями или все. У меня был точно такой же вот страх петь. Я очень люблю петь, но я всегда боялся петь, потому что вот когда-то там в детстве где-то мне что-то кто-то сказал, что да лучше не пой, да зачем ты поешь, там все это вот, ужасно. Там. И у меня как-то вот такой вот комплекс это возник. И потом, благодаря спорту, у меня начали хорошие результаты в спорте появляться, я начал себя чувствовать очень комфортно при больших стадионах, и у меня пошла прям эта уверенность в себе. Вначале она распространилась только на площадку, постепенно я стал более уверенный, вначале я там стеснялся людей, там даже играешь, первые какие-то стадионы, так неуверенно, начал там мандраж был. Потом я стал себя более уверенно чувствовать на спортивной площадке, и автоматически это передалось мне сразу же в повседневную жизнь. На другие разные стало легче воспринимать выступления в университете перед аудиторией, стал себя легче воспринимать при выступлении, там, когда ты говоришь на праздниках с друзьями, тост какой-то или поздравление. И вот постепенно эта уверенность через спорт передалась мне в общую жизнь, и потом она передалась так же, как я стал себя более уверенно чувствовать петь там, в караоке или в других таких местах. И поэтому, да, работать со страхами надо, с неуверенностью. Ну, это больше, наверное, вопрос к психологу, нежели это работа к с психологом. У меня очень много друзей, которые очень успешные предприниматели, которые ходят к психологу. Это нормальная практика в современном мире. Это в советское время там казалось, что зачем, что я больной, что ли, какому психологу? Я что, псих, что ли? Это психиатр и психолог — это разные направления. У меня сын пришел, говорит, у нас сегодня приходил психиатр. Так мы думаем, мы что, психи, что ли? Так, Адриан, психиатр и психолог — это разные врачи. И... Психиатр — это тот, кто выписывает антидепрессанты. Это, знаешь, как, если не справляется ментор к психологу, если психолог не справляется, то к психиатру. Да, и поэтому нужно работать со своими страхами и комплексами. Ты упомянул о том, что твой отец — это тренер уровня Бог. Расскажи, какими качествами должен обладать тренер уровня Бог? Знаниями, во-первых. Мой отец, у него потрясающая способность, он как сканер. Он сканирует игроков, и он просто сразу же видит его все недочеты и прям маленькие. И он очень обращает внимание на маленькие нюансы.
Я работал еще с другими тренерами, с которыми очень хорошими мирового уровня тренерами, но ни один из них так не обращает внимания на самые маленькие детали, как вот обращает на это отец. Мой отец работал с 5 командами профессиональными, и все 5 команд попадали на Олимпиаду. У него прям 100% попадание. И поэтому, да, и еще одно качество потрясающее — это фанатизм. Он готов говорить о пляжном волейболе 24 часа в сутки. Он готов играть в пляжный волейбол с утра до вечера, только был бы кто, с кем он мог поиграть. И поэтому вот у него этот фанатизм, у него прям вся жизнь строится вокруг пляжного волейбола. И так было много-много лет. Самый болезненный вопрос пляжного волейбола в Латвии на сегодняшний день. Как ты считаешь, когда появится новое поколение чемпионов? Ну, она у нас не заканчивалась. Потому что мы с Янисом... Еще в прошлом году мы были 3-й в мировом рейтинге. У нас в прошлом году было 2 медали. Девочки... Если мы не говорим про тебя. Хорошо, если заканчивать, что наше поколение Самойлов, Плявинч, Шмеднич, если мы заканчиваем, то там действительно очень большой промежуток до следующего поколения. Но у нас юниоры в прошлом году 1-2 место на чемпионате мира до 19 лет заняли пары из Латвии. Поэтому, ну, там, конечно, там это возраст, это 18-19 лет. Нам по 38-37, это очень, соответственно, очень большой промежуток лет. Но у нас есть девочки. У нас женская пара, Настя, жена моего брата, и Анастасия Самойлова и Тина Грауденя. Они на прошлой неделе, вот, получается, интервью это 3 недели назад, выиграли этап мирового тура на Филиппинах. Но они прямо элитная команда, которая периодически борется за медали. Они с очень большой вероятностью попадут в Парижские Олимпийские игры. И, соответственно, просто у нас переориентация, что у нас получилось, что девочки выстрелили, а у нас, получается, мы доминировали, потом через 7 лет, как поколение считается, 7 лет сменяется в спорте, то потом поколения были девочки, и сейчас... А с мальчиками-то что? С мальчиками, ну вот, не выдержали конкуренцию, но им тоже было тяжело, потому что мы настолько доминировали, что мы забирали все внимание, и мы настолько планку подняли высоко, что все остальные... Мы постоянно выигрывали медали на мировых турах. До того, как мы начали играть с Плявиншем, нам было по 18 лет, мы объединились. И мой отец сказал, что через 5 лет нам надо попасть на Олимпийские игры. Плявинш пришел в свою волейбольную команду, в зале он играл, и сказал, что вот Самойлов-старший сказал, что нам нужно попасть на Олимпийские игры. Вся команда начала смеяться. Потому что это казалось примерно то же самое, что там. Ты пришел и сказал, говорит, я хочу полететь на Марс. Но это звучало примерно так, потому что до этого никто даже в основную сетку не мог пройти квалификацию. А тут сразу же на Олимпийские игры попасть. Всем казалось, что это нереально исполнимая какая-то вещь. И также у нас было, что мы с Янисом играли, мы все время выигрывали медали, и все молодые подходили, им сразу же казалось, что если не выигрываешь медали, то нет смысла заниматься. Что, с одной стороны, мы популяризировали этот вид спорта в массы на уровне детей, любителей, но при этом многих талантливых игроков мы просто обрубали, потому что если у них были стандарты, что если вы не выигрываете медали на мировых турах, то нет смысла заниматься пляжным волейболом профессионально. Потому что, ну как, Самойлов, Шмеднич, они выигрывают все время медали. Соответственно, все болельщики, ждут от себя. Когда мы выиграли первую медаль свою, это был мировой тур, не Гранд-слам, а просто Open, мы выиграли серебро, мы приехали, оркестр, федерация, пресса, вся снимала, там все стояли. Прямо такое грандиозное событие. Это было в 2010 году. И когда уже мы с Янисом Шмедничем, мы были первым в мировом рейтинге, мы поехали на турнир, мы выиграли золото, потом поехали сразу на другой, выиграли бронзу, мы с 2 медалями вернулись, в аэропорту кроме наших родственников никого не было. Все уже привыкли, говорят, очередная медаль. И уже просто эта планка была так высоко поднята, что это автоматически влияло на восприятие общества, восприятие других игроков. Это как я с друзьями говорю, они говорят, какой смысл, вот он едет на Олимпиаду, он займет там 47 место. Я говорю, как это все? Он там африканец какой-нибудь, он лучший на континенте, там сотнями, там миллиард человек, и среди них он лучший. Он там всю жизнь занимался, он показывает результаты для обычного человека просто феноменальные, там бег или какой-то, я говорю, ни один человек вот из твоих всего окружения, никто не сможет так пробежать. Он уникальный, просто на фоне остальных, да, он может быть 47-й, но он на Олимпийских играх там огромный путь сделает. И поэтому вот этот есть эффект влияния общества, он, я думаю, повлиял на то, что у нас вот буквально 15 лет не было новой крови. А то сейчас выйдет из кадра человек.
Это ужасно. Не, мне такое нельзя говорить. Нет, хорошо. Там у тебя значок партии твоей? Да нет. Ну это было бы совсем кринжово, если бы я еще значки партии в интервью раздавала. Вырежите это все, удалите. И как это, Man in Black. Так, внимание, все смотрим сюда. Стерлась память. Спорт должен быть доступен для детей. Расскажи, у нас сейчас в Риге или в других городах Латвии есть ли возможность детям заниматься бесплатно пляжным волейболом? У нас есть 100% летом в Юрмале. Юрмала предоставляет бесплатные тренировки для детей летом в Майере на пляже. Это вот прям 100% я знаю. Насчет зимы в залах, все-таки это коммерческие все проекты. Все залы, они принадлежат частным лицам. Но мы живем в капитализме, соответственно, я думаю, это все платные тренировки. Мне кажется, дотаций от государства и от города нету. Поэтому вот на данном этапе это Юрмала лето. Я читала о том, что лет 7-8 назад была такая возможность, не ошибаюсь, что в Олимпийском. И там буквально несколько часов в день, по будним дням, была возможность приходить на закрытые корты. Поэтому вот мне стало интересно, есть ли такая возможность сейчас или нету. Давай я свяжусь с Федерацией пляжного волейбола. Да. Да? С кем связываться? Может, федерация, я тебе дам контакт, человек, который ответственный за пляжный волейбол федерации. Прекрасно, потому что я думаю, что надо как бы спортом детям заниматься, а у тех детей, у которых нет возможности, условно, у родителей оплачивать вид спорта, я думаю, что наше государство должно как-то помогать. В любом случае, они это делали, соответственно, тенденцию надо возвращать. Да? Да. Будешь голосовать за меня? Конечно, все, идем. Все? Скажи, вот если бы ты был сейчас на месте вот этих молодых чемпионов, юниоров, разве бы тебя останавливала вот эта планка, которую задали более старшие профессиональные партнеры? Меня не останавливало. Я всегда был голодный. Я даже, находясь на первом месте в мировом рейтинге, все равно был голодный. Мне всегда хотелось больше еще делать. И я очень люблю любое занятие, которое я начинаю делать. Я очень быстро вовлекаюсь и очень меня заинтересовывают любые процессы. Это лепка из глины, это игра на пианино, занятия испанским языком, тренировки по плаванию или тренировки по пляжному волейболу, или это отношения с женщинами. Любое занятие меня прям завлекает, и я отдаюсь прям полностью. И все. Может быть, это особенность темперамента моего. Ты знаешь, когда я готовилась к нашему интервью, я гуглила разную информацию, также искала рейтинги мировые со спортсменами по пляжному волейболу. И в какой-то момент у меня выдал результат Google бразильского одного спортсмена, в которых упоминались не его профессиональные рейтинги, а количество подписчиков во всех социальных сетях. Расскажи, какую роль социальные сети играют в твоей жизни? Я вел свои социальные сети очень давно. Я Твиттер завел, когда еще был... Он только появился, еще вообще никто о нем не знал. Я в Твиттере не активен. И потом я визуал. Мне нравится картинка. И мне нравится визуально. И поэтому, когда появился... Я никогда не был активен ни на Drauge MLV, никогда не был активен в Фейсбуке. Но когда появился Инстаграм, потому что фотография, видео — это прям вот мое. И тогда я начал прям активно этим занялся. То вначале это была как информационная платформа о моих каких-то спортивных результатах, какой-то моей повседневной жизни. Потом в какой-то один момент я решил, что нужно использовать свои знания и приносить пользу обществу, да. И я начал делать обучающие Reels. И у меня тогда было где-то 15 тысяч подписчиков, что-то такое. И я начал делать обучающий Reels, где я рассказываю про терминологию пляжного волейбола, как правильно делать какие-то элементы. Плюс иногда делаю какой-то развлекательный контент, потому что основная цель, как развитие, основные правила, ты как человек, ты как блогер, ты знаешь, что это или развлекательный контент, или обучающий какой-то информационный контент, который какой-то дает информацию новую человеку. Вот, и я сконцентрировался на обучающихся рилсах, и у меня буквально за год аудитория увеличилась в 6 раз. У меня, так как я всегда говорил, я даже на своих всех лекциях, когда выступаю, я говорю в университетах, школах, спортивных школах каких-то, я всегда говорю, что профессиональный спортсмен — это продукт. И нужно себя учиться продавать. Чем интереснее продукт, чем интереснее упаковка, тем его легче продать. И поэтому у меня вот был с 2008 года я создал имидж, образ, если не знаете, то у меня прозвище «Король Лев».
У меня за счет этого я сейчас очень привязан к своим длинным волосам. Имидж твой. Да, это мой имидж. Так же, как у меня имидж, это все играют в кепках, я играю в бандане. Я единственный, многие там 15 лет на мировых турах я был единственный, кто играл в бандане, потому что все остальные играли или просто с голой головой, или в кепке. То вот это был такой образ. И что каждый, кто одевал потом банан, все говорят, как Самойлов. Уже настолько, это как вот памперсы, джакузи. Это как с брендом уже ассоциировалось образ. Я поэтому понял, что социальные сети для меня это очень хороший инструмент для того, чтобы отрабатывать для спонсоров. У меня сейчас 120 тысяч подписчиков, и поэтому для спонсоров это очень большой плюс. Плюс через этот инструмент я начал популяризировать свои лагеря, потому что я учу, как правильно это делать, и, соответственно, говорю, а если вы хотите научиться уже, лично приезжайте ко мне в лагеря, потому что у нас самые лучшие лагеря в мире. У нас просто мега крутые лагеря, и те эмоции, которые люди у нас испытывают в наших лагерях, они потом говорят, мы потом еще там 2 месяца не можем отойти. Ну, раз мы заговорили о монетизации, расскажи. Сколько стоит Александр Самойлов? Александр Самойлов. Здесь и бесплатно. Пост в Инстаграм или Рилс? Сколько стоит? Ну, хотя бы примерный диапазон, чтобы понимать. Там очень отличается. Потому что у нас, например, голова это самое дорогое место. Потому что на любой фотографии там могут отрезать шорты, можно не видеть, руки там может не видно. Нет ни одной фотографии спортсмена, ни одного крупного плана, где нет головы. Не будет спортсмена, и у него там полголовы отрезана. Голова всегда есть. Соответственно, размещение на голове — это самый дорогой продукт. Соответственно, в те времена, периоды, когда мы играли лучше, цена была выше, когда мы играем хуже, соответственно, цена ниже. Это логично. И там нужно понимать, есть Инстаграм, это пост в Инстаграм, это одни деньги, а есть спонсорство, когда они ассоциируются с моим уже именем, когда я им разрешаю размещать на своих же платформах фотографии со мной, видео со мной, и это уже совсем другая цена идет. Саша, я хотела тебе сказать, во-первых, большое спасибо, что ты согласился на интервью. Эти 3 часа пролетели незаметно. Я осталась в полном восторге. Надеюсь, тоже тебя не разочаровала. И в память о нашей сегодняшней встрече я бы хотела тебе подарить такой очень красивый памятный подарок, который сделала девочка, которая 13 лет, моя подписчица из Латгалии. Вау, круто. И она специально... твой флажок, это тоже она делала? Да, это она делала. И специально для тебя, вот она мне его выслала, буквально вчера получила. И я хочу, чтобы вот кусочек нашей страны, кусочек Латвии всегда был с тобой рядом, несмотря на твои частые поездки. Супер, отлично. Будешь носить? Да, я буду носить, пока не оторвется. Главное, что эта вещь заряжена очень позитивной детской энергетикой. Стой. Я стою, ребят, мне страшно, что-то будет. И ты говорила, с чего начинается тренировка. Тренировка начинается с разминки, как я сказал. А чем заканчивается тренировка? После себя корт нужно, конечно же, прибрать для следующей группы, которая придет тренироваться. Супер, я буду тебя ждать в кафе. Я же человек из народа, мне не тяжело. Ты мне просто объясни, как. Идеально все. Идеально? Идеально, все, отлично. Все, можем идти. Вот, пожалуйста, голосуйте за меня. Выборы в самоуправление через 1,5 года. Пожалуйста, выровню вам все.